Привет, друзья! Я очень рад, что вчера задача вам очень понравилась. Сегодня тоже хорошая, красивая задача. Очень хорошая, красивая, но совершенно другого типа. Типа ЕГЭ. Что дано? Дан прямоугольный треугольник. Давайте дам буквы. А, Б, С. Проведена биссектриса АК. Вот это биссектриса. Напишу бис. Сектриса. И в треугольник АКС, в прямоугольный, вписан квадрат. Вот этот квадрат. Его вершинка, вот точка М, делит биссектрису на отрезке длины 2,1. Нужно найти площадь всего треугольника АБС. Ну что ж, попробуйте сами решить вначале эту задачу. А я хочу немножко с вами поговорить про анализ канала на Ютубе. Канал Дзен не сильно будет отличаться. У меня два канала на Ютубе и на Дзене, вы знаете. Ну, чуть что, я периодически там в комментарии прикрепляю ссылочки на эти каналы, в зависимости, кому удобнее где смотреть. И вот я посмотрел, и оказалось, может, здесь плохо видно, что на Ютубе 76% зрителей смотрят ролики без подписки. И скажу честно, это обидно. Почему? Потому что для развития канала, для популяризации его материала, контента в первую очередь влияет вот на алгоритмы Ютуба и Дзена это количество подписчиков, затем количество лайков, затем количество комментариев и, наконец, глубина просмотра ролика. Ну, вот такая история. Поэтому я, как и многие другие, работаем бесплатно, без монетизации. И на Ютубе, и на Дзене всегда на Ютубе в моем регионе не было никакой монетизации. То есть на энтузиазме для популяризации математики, геометрии в частности, мы вот ежедневно 2-3 часа посвящаем этому делу. Ну, это же требует какой-то взаимной отдачи, поэтому я хочу обратиться к тем зрителям, которые не подписаны. Вот я лично, когда вижу какой-то ролик математический, ну, интересный более-менее, я захожу в него и оставляю подписку. Мне это ничего не стоит. Я всегда могу отписаться, хотя непонятно, зачем отписываться. Периодически захожу на эти каналы, что-то смотрю, и мне кажется, это здорово, это совместное усилие, совместное продвижение, поэтому я надеюсь, что кто-то из все-таки зрителей, которые смотрят без подписки, ну, все-таки проникнется к моей просьбе. А я теперь удаляю все это дело и скажу, что для решения нашей задачи мы используем, конечно же, свойства биссектрисы, хорошо известные. Биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. То есть x относится к y, как a относится к b. Иногда пишет по-другому. X относится к a, как y к b. Это то же самое. Это то же самое. Мы выбираем какую угодно формулировочку. И теперь смотрим. Что дано? АМ двойка, МК единица, АК биссектриса. Нужно найти площадь треугольника АБС. А то вдруг забыли, что нужно искать. И я проведу СМ, диагональ квадрата. Ну, диагональ квадрата является биссектрисой его прямого угла. Делит угол С на углы по 45 градусов. В треугольнике АКС, вот я рассматриваю треугольник АКС, СМ биссектриса, она делит противоположную сторону АК на части, пропорциональные прилежащим сторонам, то есть АС и КС. То есть АС относится к КС, как АМ к МК. То есть АС относится к КС, как 2 к 1. 2 к 1. То есть я имею право обозначить тогда КС Х, а АС 2х. Все нормально. Все нормально. Так, это сделано. Теперь АК ведь тоже биссектриса. Вот здесь мы написали, что в треугольнике АКС, МС – это биссектриса. Это биссектриса. Вот один раз мы использовали вот формулировочку вот эту. Правильно? Правильно. Теперь АК тоже биссектриса большого треугольника АБС. Она делит сторону БС на отрезки, пропорциональные АС и АБ. Но здесь я использую формулировочку 2 и скажу, что БК относится к КБ, то есть БК относится к АБ, это уже из треугольника АБС.
из треугольника АБЦ. БК относится к АБ как КЦ, КЦ к АЦ. Ну, КЦ Х к 2х, то есть получается, что 1 к 2. Тогда я имею право обозначить БК Y, АБ 2y. Ну все, дело сделано, задача фактически решена. Итак, первое действие пройдено. Второе действие. Рассматриваю треугольник АКЦ и применяю теорему Пифагора. По теореме Пифагора х в квадрате плюс 2х в квадрате равно АК в квадрате, то есть 3 в квадрате. Получится 5х в квадрате равно 9, откуда х 3 делить на корень из 5. Ну, здорово. Х равен 3 делить на корень из 5. Нормально. Тогда 2х, это будет 6 делить на корень из 5. Нам повезло, АС мы нашли. Один катет есть, нужно найти второй. Искать нужно y. Откуда будем искать y? Вот здесь я напишу третье наше действие. Y будем искать из треугольника АБЦ при помощи теоремы Пифагора. Треугольник снова АБЦ. Вот чем отличается ЕГЭ. И это задача номер 17. Стандартная планиметрия, ЕГЭ профильный, там всегда такая крепкая планиметрическая задачка. Все вроде бы несложно, но вот эти все расчетики, они иногда могут свернуть нам голову. Итак, y плюс 3, деленное на корень из 5 в квадрате, это bc в квадрате будет, да? Y плюс 3, деленное на корень из 5 в квадрате, плюс второй катет АС, это 6, деленное на корень из 5 в квадрате, равно АБ в квадрате, то есть 2y в квадрате. Вот здесь и начинается самое интересное. Я вот здесь полочку отобью, чтобы не мешало, и запишу y в квадрате плюс, дальше что у нас? Удвоенное 6, деленное на корень из 5y плюс 9, деленное на 5, плюс 36, деленное на 5, равно 4y в квадрате. Все переношу в правую часть, записываю. Получается 3y в квадрате. Дальше минус 6, деленное на корень из 5, деленное y. И 9 плюс 36, 45 на 5, девяточка, да? Минус 9 равно нулю. Вот мы получили какое не очень красивое квадратное уравнение. Вот это особенности ЕГЭ, где есть не очень приятные вычисления. В ЕГЭ в задаче там два пункта. Пункт А что-то доказать, пункт Б что-то вычислить. Вот у нас пункт Б сразу пошел. Я запишу это уравнение. 3y в квадрате. Давайте синим, наверное. 3y в квадрате. 3y в квадрате. Минус 6, деленное на корень из 5y минус 9 равно нулю. И вот мы его преобразуем. Я разделю на 3 обе части, затем умножу на корень из 5 обе части. Вот что я получу. Корень из 5y в квадрате минус 2y минус 3 корней из 5 равно нулю. Дискриминант b в квадрате минус 4ac, b в квадрате минус 2 в квадрате, 4, минус 4а. Корень из 5, c вместе со знаком, минус 3 корней из 5, равно, внимание, все хорошо закончится, плюс корень на корень, пятерка, 60, 64 дискриминант. Так это вообще красота. Y первое, второе. Получается, второй коэффициент, вот он, с противоположным знаком, значит, минус b, то есть 2. Плюс-минус корень из d, это корень из 64, 8, делить на 2а. 2 корней из 5 сокращаю на двоечку. Единица плюс-минус деленное на корень из 5, y больше нуля отмечаю, и получается, что y первое положительное мне подходит 5 делить на корень из 5. Все, я нашел y, это 5 делить на корень из 5. Ну все, прихожу к грубому красному цвету. Мы нашли или не нашли? Значит, 5 корней из 5 плюс 3 корней из 5. 8 делить на корень из 5. Оба катета найдены. Кстати, замечу, что это скрытый египетский треугольник на всякий случай. Вот здесь запишу S треугольника нашего прямоугольного
будет равна половина произведения катетов, половина на 6, деленное на корень из 5, умножить на 8, деленное на корень из 5. Снизу десяточка, сверху 48, 4,8. Таков ответ на вопрос задачи. Все, задача решена. Ответ 4,8. Ответ 4,8. Ну, как вам? Вроде ничего сложного. Дважды применили эту одну и ту же теоремку, и получился такой классный ответ. В качестве домашней задачи я предлагаю вам найти площадь нашего квадратика. Это при тех же данных АМ двойка и МК единица. Рад, что были на канале. Помним про подписки и крик души Казакова. До новых встреч, всего хорошего. Пока.